Удар России по американским войскам, официальное заявление Москвы для США и срочное обращение военных к Путину. Экстренный режим, армия поднята по тревоге, резервисты направляются в части. Что происходит в ЕС? Зеленский отвергает предложение Путина и впервые отвечает Лукашенко, а также говорит о нападении России на Казахстан. План завершения войны впервые опубликован. 20 пунктов Белого дома. Вывод войск, восстановление, амнистия и временное правительство во главе с Трампом и бывшим британским премьером. Детали. Языковой откат. Украинцы вновь говорят на русском. Каковы масштабы тенденции? Ответ уполномоченной по защите госязыка. Холодный душ для европейцев. Германия критикует громкий проект ЕС «Стена дронов», а Венгрия дает пощечину Альянсу и готова оставить НАТО с дырой в небе площадью в 96 тысяч квадратных километров. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. В Украине произошел языковой откат. Часть людей, которая с началом большой войны перешла на украинский, вновь вернулась к русскому. Это подтверждает уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская. По ее словам, прежде всего такой откат произошел в сфере образования. Ивановская называет событие тревожным сигналом и связывает такое поведение с человеческой психологией привыкания к войне. Напоминаю, что в 2022 году украинцы воспринимали русский как язык нападающего, а теперь часть общества возвращается к старым языковым практикам. Ивановская напоминает молодым родителям, которые говорят при ребенке на русском, что таким образом они надевают на ребенка оковы русской речи, которые позже трудно будет сбросить. Это цитата. Особенно если родители растят свое чадо для Украины. Прокомментировала Ивановская скандал с блогером Еленой Мандзюк, которая говорила, что ее дети могут побить других детей за русский язык. По словам уполномоченной по защите госязыка, за такие слова стоило бы извиниться. Должен быть баланс. Если жесткая позиция вплоть до рукоприкладства, то это недопустимо. Блогерам надо быть интересным. Если яркая личность транслирует интересную информацию, она является лидером конструктивных мыслей и доносит их на государственном языке, честь и хвала ей за это. Люди, которые имеют серьезные аудитории, должны быть ответственны за каждое слово и сформулированное послание, которыми они вдохновляют своих подписчиков. При этом Ивановская заявила, что российский контент во время войны – это мягкая сила, которая незаметно влияет на сознание, нормализует агрессию, размывает идентичность. Это также цитата. Именно поэтому Украина сейчас ищет пути сотрудничества с крупными платформами типа YouTube, чтобы контент из России не навязывался автоматически, то есть не попадал в рекомендации. Немецкие войска все ближе к границам России и Беларуси. Бундесвер открыл новую логистическую базу для своей бригады в Литве. Речь о населенном пункте Рукла. По прямой до Калининградской области и до границы Беларуси нет и 150 километров. На площади почти в 20 гектаров вырос целый военный городок. Более 15 тысяч квадратных метров ремонтных мастерских, складов и штабов. База станет центром обслуживания бронетехники, техники снабжения и разведки. Настоящим логистическим сердцем немецких войск в регионе. Проект профинансировал Берлин. Германия заявляет, что готова защищать страны Балтии. Угрозой названа Россия. Для нас это означает, что мы будем и дальше реагировать на угрозы и враждебные действия России едино и ответственно. Мы значительно усиливаем сдерживание и оборону, основу нашего альянса. Именно поэтому мы здесь. Германия серьезно относится к своей ответственности. Мы верны своему слову. Мы стоим рядом с нашими союзниками и готовы защищать Балтийский регион. При этом российский посол в Германии заявил, что Берлин уже перешел все красные линии, и это касается в том числе помощи Киеву. Все красные линии уже давно пересечены. И это действительно очень печально. Честно говоря, я не ожидал от здравомыслящих немецких политиков, что в рамках этих перемен Германия будет передавать Украине летальное вооружение, включая оружие, способное наносить удары в глубине российской территории. Таурус. Этих ракет, кажется, пока еще нет, но об их возможной поставке много говорят. Я также не слышал никаких опровержений информации о том, что с 2026 года в Германии будут размещены американские ракеты средней и промежуточной дальности, которые также обладают большой дальностью полета.
Холодный душ для европейцев. Опять же, министр обороны Германии Писториус резко остудил энтузиазм вокруг громкого проекта ЕС, так называемой стены дронов на восточной границе НАТО. Об этом пишет Политика. Напомню, что это должна быть единая система противодействия дронам для защиты воздушного пространства и инфраструктуры всей Европы. Писториус считает, что ставка должна быть сделана на гибкие и мощные системы ПВО, а не на одну громкую концепцию. Кроме того, считает, что стена дронов не появится в ближайшие 3 или 4 года. В то же время The Telegraph пишет, что стена дронов может оказаться стеной с огромной дырой, потому что Венгрия пока не собирается участвовать в этом проекте, оставляя потенциальную дыру площадью в 96 тысяч квадратных километров прямо в центре обороны. Эксперты предупреждают, без Венгрии проект рискует стать новой линией Мажино, дорогим, но бесполезным щитом, который можно будет легко обойти, как это сделали германские войска, когда обошли ту самую линию или же систему французских укреплений Мажино во время Второй мировой. В то же время в Дании экстренный режим. Армию срочно подняли по тревоге. Резервистов призвали явиться в части. Причина – последние инциденты с дронами в небе. Об этом пишет пресса, уточняя, что о приказе и такой мобилизации общества еще не заявляли официально и публично. Украинские СМИ запретили в Венгрии. Будапешт заблокировал на территории страны доступ к 12 ведущим украинским новостным порталам. Данные меры являются зеркальным ответом Будапешта на украинскую цензуру, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш. В стоп-лист попали сайты «Украинская правда», «Левый берег», ТСН.ЮА и другие популярные в Украине и за рубежом интернет-издания. Украина, стремящаяся вступить в Европейский Союз, заблокировала зарубежные, в том числе венгерские, интернет-новостные сайты, потому что они осмелились критически писать о санкционной политике против России, о военной поддержке Украины, осмелились изображать Европейский Союз и НАТО как раздробленные и не слишком эффективные организации. Настоящим же преступлением стало то, что они осмелились писать о деятельности фонда Сороса по оказанию влияния. Сам же Орбан продолжает критиковать Украину. В очередном интервью венгерский премьер высказался, что Украина не является суверенным государством и без западной оружейной поддержки не продержится и дня. А Европа, утверждает Орбан, заинтересована в войне по одной причине – чтобы урвать украинские земли, не доставшиеся России. Я понимаю, что сейчас в связи с Украиной в Европе снова проявились эти колонизаторские настроения, потому что снова ведется политика великих держав. Собственно, за войной в Украине тоже стоит именно это. То есть западные государства не хотят упустить возможность раздела Украины. Они рассматривают это именно как раздел Украины. Чтобы не было недоразумений, они воюют не против русских. Русские забрали 20% Украины, а западные государства считают, что имеют право забрать остаток. Зеленский отверг предложение Лукашенко. Накануне прозвучал ответ на недавнее заявление из Минска о том, что там готовы обсуждать с Киевом окончание войны и хорошее предложение, которое было передано Украине через Трампа на Аляске. Мне сложно как-то реагировать на то, что говорит Лукашенко. Честно говоря, он живет в своем собственном мире, который сам себе построил и в котором изолировался. Он живет в нем уже 3 десятилетия, и этот дом размером с целую страну. Хотелось бы, чтобы он помнил, что страна – это независимое государство. Он живет в своем мире, и иногда к нему туда заходит Путин. Вот они там и разговаривают, 2 пожилых человека. Комментировать это сложно. Пусть разговаривают. При этом во время своего выступления Зеленский заявил, что Европа должна объединиться против России, а еще заговорил о Казахстане и других странах, которые были в составе СССР. Он считает, что Россия угрожает и этим государствам, далее цитата, «там ее агрессия тоже может распространиться». Конец цитаты. Я думаю, что риски есть и в направлении Казахстана, и в других регионах. Я не могу сказать точно, потому что не знаю, что у Путина в голове. Поэтому я и говорю, нужно быть готовыми к защите. Это лучше, чем гадать, куда он может пойти. При этом в Украине озвучили желаемые сроки завершения войны. Там выражают надежду на окончание боевых действий уже в этом году. Устойчивость Украины не является причиной нескончаемой войны. Мы хотим завершить эту войну уже в этом году. И после встречи в Нью-Йорке между президентом Зеленским и президентом Трампом у нас действительно появился импульс. Я был бы очень осторожен в оценках. Мы получили дополнительную дипломатическую динамику для наших мирных усилий в правильном измерении и направлении.
В Москве же при этом заявили, за срывом переговоров стоит Украина, а не Россия. Динамики в переговорном треке нет и не по вине Москвы, уверяет Песков. В Комитете Госдумы РФ при этом отреагировали на последние заявления США о томагавках. Там дали понять, ракеты не пугают, а если они появятся, то после будет совершен удар России по американским военным. Уже пресс-секретарь нашего президента сказал, ничего на фронте это не изменит. Мы умеем сбивать разные воздушные цели. А вот сложности возникнут прежде всего у американцев. Почему? Ведь ВСУ не в состоянии сами будут эти томагавки запускать. Значит, потребуются специалисты, офицеры, солдаты, техника, технический персонал. Но все они с этого момента станут целью. И никто их не защитит. Ни Трамп, ни Келлог, ни кто бы то ни было еще. Вот пусть сами думают и выбирают. Напомню, что в США пока обсуждают передачу томагавков, но, как говорил вице-президент США Венс, решающее слово за Трампом. И пока он думает, военные Великобритании в лице министра обороны страны обратились к Путину. Джон Хилли записал резкое обращение к Кремлю, заявив, что Лондон не откажется от вооружения Украины. И также заявил, что Путин не победит. И, товарищи, вот наш сигнал Москве из Ливерпуля сегодня. Президент Путин, вы не победите. Прекратите убийства, начните переговоры, договоритесь о мире. Мы будем стоять с Украиной столько, сколько потребуется. Друзья, в том числе зрители из Казахстана, считаете ли вы, что сейчас существует угроза для вашей страны, о чем говорит Зеленский? И в целом, как вы все оцените слова Картополова об ударе по американским военным и Джона Хилли с его обращением к Путину? Пишите, как всегда, все свои мысли в комментариях под видео. Большое спасибо, что многие из вас не скатываются к оскорблениям, а делятся своими мыслями и, как бывает часто, хорошими цитатами. Вновь прошу поставить лайк этому видео для продвижения в YouTube и активнее подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать выпуски. Еще раз спасибо, а я продолжаю. Самый массовый за последние несколько лет осенний призыв на срочную службу в России. Согласно указу Путина, в армию в этом году призовут 135 тысяч военно обязанных мужчин от 18 до 30 лет. Это на 2000 больше, чем осенью 2024 года, пишет Moscow Times. Издание добавляет, минувшей весной на срочку планировалось направить 160 тысяч мужчин. Это максимум за последние 14 лет. Итого за весь 2025 год 295 тысяч, что также является рекордным призывом, пишет издание. Напомню, неделю назад в российском Генштабе заявили, что все призывники будут служить исключительно на территории России и отправлять их на фронт не собираются. Внезапное усиление Украины. Киев ожидает дополнительные поставки шведских и французских истребителей «Гриппен» и «Мираж», а также американских F-16. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Гаврилюк в интервью BBC Украина. Однако генерал не уточнил, когда именно самолеты прибудут в Украину. В Минобороны рассказали, что кроме этого Киев обратился к партнерам с просьбой о как минимум 10 системах «Патриот». Сейчас украинские силы обороны Украины используют ракеты «Патриот» исключительно для перехвата российских баллистических ракет из-за их дефицита, утверждают ВСУ. При этом генерал признал, что страна запрашивала ракеты не только для Патриот, но и для других систем ПВО. Это необходимо, чтобы распределять нагрузку между различными уровнями обороны и гарантировать резерв на случай увеличения интенсивности массированных ударов, пояснил он. Трамп после очередной встречи с Нетаньяху опубликовал план по прекращению войны в Газе. Это большой план из 20 пунктов. Газа должна стать зоной без терроризма. Все туннели, оружейные заводы и военная инфраструктура будут уничтожены. Хамас должен сложить оружие и не участвовать в управлении. После согласия сторон война немедленно прекращается. Израиль отводит войска и освобождает заключенных в обмен на возвращение всех заложников. Члены Хамас, отказавшиеся от насилия, получат амнистию или смогут безопасно покинуть Газу. В Газу сразу направляется гуманитарная помощь, восстанавливается инфраструктура, больницы и дороги. Управлять территорией временно будет технократический палестинский комитет под надзором Международного совета во главе с Трампом. В совет войдут главы государств и международные лидеры, например, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Они будут контролировать восстановление, финансирование и политические процессы. И это лишь часть этого масштабного проекта, в котором также уточняется, что если Хамас откажется
окажется, то план будет реализован в тех районах Газы, которые контролируют международные силы. Памятник коррупции. В Казахстане скандал из-за туалета. Речь об уборной на центральном стадионе Алматы. Туда по нужде зашел один из иностранных журналистов, который приехал на футбольный матч Лиги чемпионов. Реал Мадрид, Кайрат Алматы. Вид унитаза еще советского образца явно впечатлил представителя СМИ, и он запустил видео об этой местной достопримечательности. А дальше ролик разлетелся по сети и собрал тысячи комментариев. Почти месяц назад дирекции спортивных сооружений Алматы уверяли, что установят новые унитазы к матчу Реал Кайрат. Казахстанцы говорят, что им стыдно за один из главных стадионов страны и обвиняют чиновников в коррупции. Граждане Узбекистана застряли в российских СИЗО. В Тульской области России уже 8 месяцев остаются под стражей 13 узбекистанцев, в том числе 5 женщин. Их обвиняют в нарушении миграционных правил. Как пишет издание Кун-Уз, все задержанные работали в одном из гостиничных комплексов Тульской области. Людей отправили в СИЗО после того, как выяснилось, что их документы недействительны. Узбекские граждане утверждают, что в РФ их удерживают не как обвиняемых, а в статусе свидетелей. Многочисленные обращения в посольство и консульские учреждения Узбекистана, а также МИД РФ игнорируются. Узбекские граждане жалуются на тяжелые условия содержания, нехватку питания и медицинской помощи. Некоторым из них предлагали поехать на войну в Украину, но они отказались. В обращении указано, что у них есть билеты для возвращения, и они готовы, при необходимости, быть депортированными за собственный счет. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что многие каждый день со мной. Делитесь моим видео на своих страницах в соцсетях. Оставляйте лайки и комментарии. Для меня это очень важно и ценно. Напомню, что новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи уже завтра.